Нужна ли вам затеняющая сетка? Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. Независимо от того, верим или не верим мы в глобальное потепление, его наступление проявляется повсеместно. Российские метеорологи, осуществляющие мониторинг температур воздуха в разных регионах, отмечают постоянный рост среднедневных температур в летний период. Кроме того, ежегодно увеличивается число солнечных дней, а значит растет поток ультрафиолетовых лучей, избыток которых пагубно воздействует не только на здоровье людей, но и на рост и развитие культур, выращиваемых на дачных или приусадебных участках. Если ничего не предпринимать для защиты растений, то во многих регионах посадки могут просто сгореть под агрессивными лучами. Но огородникам и садоводам ничего не надо изобретать, поскольку есть давний, испытанный многолетней практикой способ решения такой проблемы, очень простой и эффективный. Речь идет об обычной затеняющей сетке, при помощи которой удается оградить посадки от опасного воздействия прямых солнечных лучей. Затеняющая сетка – тема нашего сегодняшнего разговора. Давайте выясним, как она устроена, из чего производится, как применяется и можно ли изготовить ее своими руками. Как выглядит притеняющая сетка? Производят такую сетку из безопасного для здоровья и окружающей среды синтетического материала, обладающего свойством рассеивать и поглощать ультрафиолетовые лучи, представляющие главную опасность, исходящую от Солнца. Важно, что для производства подобных изделий используют сырье вторичной переработки. Структура сетки для притенения посадок представляет собой цельную толстую нить, имеющую множество распределенных равномерно по всему полотну сплетений с большим количеством прорезей. Интенсивность затенения, обеспечиваемая сеткой, во многом определяется числом таких прорезей ячеек. Сетка для притенения применяется не только на огородах и в садах. Ее очень часто используют, например, для маскировки и сокрытия того, что временно портит вид различных мест и объектов. Например, с ее помощью маскируют непрезентабельный вид строительных объектов, вновь возводимых или реставрируемых. Применяют ее при обустройстве заборов и козырьков. Чтобы установить затеняющую сетку над огородными грядками или в ином месте сооружают каркас. Эта конструкция обеспечивает опору сетки и ее натяжение, давая возможность эффективного затенения от солнца конкретных зон с целью создания оптимальных условий для выращиваемых на них культур. Материал изготовления каркаса для притеняющей сетки может быть различным. Наиболее часто используют металл, пиломатериалы или пластик. Обычно каркас представляет собой прочную конструкцию, состоящую из вертикальных и горизонтальных деталей и элементов. Вертикальные стойкие опоры закрепляют в грунте, обеспечивая надежность и устойчивость конструкции. Материал для сооружения каркаса выбирают исходя из его прочности, стойкости к воздействию неблагоприятных погодных факторов и длительности эксплуатационного ресурса. При возведении каркаса для затеняющей сетки тщательно выверяют высоту и угол наклона, определяя такое положение сетки для каркаса, при котором растения под ней получают оптимальные условия выращивания. В процессе монтажа сетки нужно обеспечить ее надежное крепление к каркасу, чтобы минимизировать риск ее срыва при порывистом ветре. Каркас для притеняющей сетки – важный атрибут, необходимый для получения богатых урожаев даже при неблагоприятных погодных условиях. Особенно актуально притенение затеняющих конструкций в южных регионах. Там очень высок риск потерять урожай многих овощных и ягодных культур, если не предусмотреть такой защиты. Укрытие посадок затеняющей сеткой позволяет снизить температуру внутри теплицы примерно на 5-10 градусов, в зависимости от плотности полотна. Установку затеняющей сетки на месте эксплуатации можно заказать мастерам или выполнить самостоятельно. Устанавливаем затеняющую сетку своими руками. Затеняющая сетка всегда пригодится на участке, где выращивают овощи в теплице или в открытом грунте, а также ягодные кусты и плодовые деревья. Ее нужно иметь под рукой, чтобы в периоды особенного зноя набросить на теплицу, растениям, в которой недостаточно естественной вентиляции, из-за чего будущий урожай оказывается под угрозой перегрева и гибели. Использование этого пассивного, но действенного способа охлаждения температуры воздуха в теплице быстро устранит проблему. Производители поставляют на рынок затеняющую сетку с различным размером ячеек, и степень затенения, которую она обеспечивает, также варьируется. Помимо защиты от жгучего солнца, теплиц и гряд открытого грунта, разбитых на огороде, затеняющую сетку можно использовать для создания тени во дворе путем возведения навеса или при обустройстве ограждений. Синтетический материал, из которого она изготовлена, отлично подходит для уличного использования, поскольку он инертен к климатическим и погодным негативным воздействиям, прочен и долговечен.
Ширина затеняющих сеток, предлагаемых рынком, варьируется в пределах 2-16 метров, поэтому легко выбрать подходящий типоразмер такого изделия для конкретных условий применения. Диапазон степени затенения, который обеспечивают готовые сетки, также очень широк – от 40 до 95%. Сетки, дающие легкое и среднее затенение, применяют для защиты светолюбивых культур, а изделия, обеспечивающие максимальную тень, чаще используют для укрытия ограждений и беседок. Для установки затеняющей сетки нужно запастись следующими инструментом и материалами. Сеткой с мелкими ячейками, хорошо пропускающей воздух и эффективно препятствующей прохождению солнечных лучей, проволокой либо прочной веревкой, ножницами, шурупами или крепежными скобами. Установка затеняющей сетки выполняется следующим образом. Замеряют ширину и длину участка, нуждающегося в установке теневки. Раскладывают приобретенную или сплетенную самостоятельно сетку на горизонтальной площадке и обрезают ее в соответствии с ранее сделанными замерами при помощи обычных ножниц. Обрезки проволоки или прочной веревки прикрепляют к углам теневки, чтобы зафиксировать ее на опорах. Натягивают сетку на изготовленный ранее каркас и прикрепляют углы к опорам. Ими могут стать деревянные столбы или специально сваренные из металлопрофиля конструкции. Прикрепляют сетку к перекладинам, соединяющим опоры, применяя для этой цели крепежные скобы либо шурупы. Убедитесь, что теневка закреплена надежно и не соскальзывает. Затеняющая огород сетка готова к эксплуатации. Благодаря ей вашим растениям больше не грозят солнечные ожоги, да и почва под такой сетью не накалится и не пойдет трещинами, а сохранит комфортную для растений температуру и уровень влажности. Учтите, что использовать теневку можно не только в жару, но и просто при сильной активности солнца. Она достаточно легкая, поэтому при не слишком большой площади затенения ее легко можно демонтировать и вновь устанавливать по мере возникновения такой необходимости. Разновидности теневок. Затеняющие сетки подразделяют по разным признакам, а основные из них – это степень затенения, цвет и назначение. По плотности затенения. Плотность переплетения сетки напрямую влияет на эффективность ее защиты от ультрафиолетовых лучей. Чем она выше, тем надежнее защита. Как мы упоминали ранее, степень затененности может варьироваться от 40 до 95%. Поскольку у культивируемых на участке растений потребность в освещении различной, то и сетку нужно подбирать такую, чтобы не переусердствовать, оберегая посадки от солнца. Изучите перед приобретением теневки все ее свойства, чтобы подобрать оптимальные варианты для огорода и сада. Крупноячеистые сетки пропускают много света, поэтому идеально подойдут для большинства светолюбивых культур, в том числе для огурцов. Теневка – показатель плотности затенения, который составляет 40-45%, способна обеспечить защиту грунта от пересыхания. Это позволит повысить урожай огурцов, к примеру, на 10-15%. Для этой овощной культуры достаточная влажность почвы очень важна, поскольку она сильно влияет на вкусовые качества выращиваемых огурчиков. Если воды будет мало, огурцы будут горькие. Для томатов такой же плотности будет маловато. Оптимальным выбором для них станет теневка с уровнем затенения 55-60%. Такая же разновидность затеняющей сетки отлично подойдет и для клубники, а также зеленых культур, которые тоже крайне чувствительны к жаре и прямым солнечным лучам. Если вы выбираете притеняющую сетку для натягивания поверх теплицы, то можно остановиться на теневке с уровнем пропускания света составляющим 70-80%. Света в теплице при такой светопропускаемости сетки будет достаточно, а испепеляющей жаре вы поставите надежный барьер. Наиболее плотная теневка, отсеивающая 85-90% светового потока, для защиты растений непригодна, но она отлично подойдет, например, для благоустройства во дворе автомобильного навеса или уплотнит редкое ограждение. По цвету изделия. Цветовая гамма сеток для притенения, встречающихся на российском рынке, достаточно широка. У садоводов и огородников популярны такие цвета теневок, как белый, бежевый, традиционный зеленый, черный, красный, серый. И не нужно относиться к выбору цвета затеняющей сетки как к чему-то, не имеющему особой важности. Окраска сетки имеет существенное значение для функциональности последней. Например, считается, что молодые побеги лучше всего защищает серая теневка, значит, для теплиц предпочтительнее использовать именно ее. Сетки зеленого цвета оказывают благотворное влияние на созревание овощей и плодов, обеспечивают оптимальные условия для роста и развития растений, из-за чего пользуются особой популярностью у опытных садоводов и огородников. Зеленую сетку принято обычно использовать для защиты растений в открытом грунте.
Если вы хотите повысить урожайность и улучшить вкусовые качества плодов, выбирайте красную теневку, которая вдобавок отпугивает, как считает немалая часть садоводов, вредные микроорганизмы. По способу применения. Теневые сетки универсальны в применении, и их можно использовать не только для создания тени растениям в знойный летний период. Например, плотную садовую сетку можно натянуть не над фруктовым деревом, а под ним. И тогда плоды, которые опадают от спелости, не побьются. И в свежем виде будут храниться достаточно долго. Но и натянутая сверху теневка спасет не только от жары, но и от непрошенных гостей, птиц, желающих полакомиться выращенным вами урожаем. Кроме того, мы уже говорили, что плотную сетку для притенения часто используют для обустройства навеса на участке или тента. Как выбрать оптимальную теневку? Обычно сетку для затенения насаждений покупают в магазинах, в том числе наиболее удобным способом – заказывают по интернету. Но при желании изготовить теневку можно и самим, если у вас хватит для этого времени и терпения. Для этого придется купить запас капроновых нитей подходящего цвета и сплести сетку вручную одним из многочисленных вариантов переплетения, но мало кто возьмется за эту долгую и однообразную работу. Гораздо проще и удобнее купить готовое изделие. Наиболее долговечный и качественный затеняющий материал – это цветной поликарбонат. Такое затенение прочное, служит долго, но и стоит очень недешево, поэтому дачники и садоводы-огородники из сельской местности предпочитают все-таки приобретать и использовать по назначению теневки из различных полимерных материалов, стоимость которых несоизмеримо ниже, а с защитной функцией они вполне справляются. Полимерные затеняющие сетки отлично задерживают ультрафиолетовые лучи, препятствуют доступу насекомых-вредителей. К тому же уменьшают негативные последствия от сильных порывистых ветров и атмосферных осадков, в том числе от града. Наиболее простой и дешевый вариант теневки – сетки, изготовленные из ткани. Они хорошо создают тень над посадками, цена их не бьет по карману даже пенсионеров. Но при этом эксплуатационный ресурс этих тканевых теневок ограничен, ведь под воздействием неблагоприятных погодных факторов подобные сетки быстро треплются и изнашиваются. А в условиях частой повышенной влажности начинают гнить и ветшать. В общем, если вы хотите защитить ваши посадки от града и повышенной солнечной активности, используйте затеняющие сетки. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.